Новости с Наташей Алимовой. Добрый вечер. Вот заголовки сегодняшнего вечера. Дональд Трамп. Сделка с Северной Кореей в разработке. Сирия добилась больших успехов в Восточной Гуате. Освободительная армия Маленсии, наконец, подавлена. Добрый вечер. Я Наташа Алимова, и это новости. В зимних Олимпийских играх Пхенчхан была объединенная команда сборной команды по хоккею с шайбой в Северной и Южной Корее, которая знаменует собой историческое событие между двумя Кореями. И вскоре после этого сестра Ким Чен Ун, Ким Йонг и делегация северокорейских чиновников встретились с президентом Мун Чже и представителями Южной Кореи. Неудивительно, что другие официальные лица США, такие как Сара Сандерс, заявили, что не будут видеть улучшения отношений США и НКР, если Северная Корея не выполнит свое обещание прекратить свою ядерную программу. Решение Трампа встретиться с Ким Чен Юном историческое в том, что ни один президент США не встретил северокорейского лидера с момента основания Северной Кореи. Северная Корея, на их стороне, временно приостановила свою ядерную программу, поскольку переговоры продолжаются. Между тем вице-президент Майк Пенс пообещал продолжать оказывать давление на Северную Корею по сравнению с действиями президента Трампа, связанного с его телефонным диалогом с президентом Китая Си Цзиньпин. Однако одной из проблем с переговорами является место для переговоров. Пхеньян и Вашингтон маловероятны, так как Трамп и Ким не согласились бы соответственно. Тем не менее, Панмуйон, в области ДМЗ и в Пекине, рассматриваются как более жизнеспособные места для переговоров. И теперь, для новостей о Сирии. Сирийская гражданская война, начавшаяся в 2100 году, медленно и окончательно подходит к сирийскому правительству. Хотя сирийские силы повстанцев были огромной угрозой исчезновения сирийского правительства, недавняя победа в Восточном Гуте медленно превращает войну в пользу правительства. Зайцы Объединенных Наций осудило сирийское правительство за постоянное умешение для гражданских лиц, хотя сирийское правительство оправдывало смертельные случаи как нападение на так называемых террористов. Место войны под Дамаском позволило повстанческим силам стрелять прямо в центр города Дамаск, что привело к многочисленным смертельным случаям среди гражданского населения. Это прекрасно объясняет отчаянные попытки сирийского правительства вернуть регион. Теперь прогноз погоды. Мы вернемся после перерыва. Будьте на связи.